Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, отношения и финансы. Лилит или черная луна в Венере в соединении 28 июня 23 года. Нужно сказать, в этот период с 4 уже июня Венера находится в знаке Льва. И это очень благополучное для нас всех планетарное событие. И пробудет она там до 9 октября. Но есть некоторые пункты, как раз когда присоединяется Лилит, и все может пойти немножко не так. И вторая половина июня – это выходят какие-то кармические темы на авансцену. И именно 28-го соединение Венеры и черной Луны. Это тот период, когда тайное становится явным. И те неразрешимые вопросы, которые тянутся долгое время, критически могут обостриться. А желание разобраться и сыграть последний аккорд может подтолкнуть к решительным действиям. Неожиданно и не к месту могут появиться люди из прошлого, какие-то наши бывшие, обостряя и так без того уже сложную сложившуюся обстановку. У кого-то это тоже может проиграться. И деловые отношения, не только личная жизнь, деловые отношения тоже могут встать под угрозой, потому что, с одной стороны, мы не знаем, что у людей, с которыми мы контактируем в жизни, в душе, каково переживание человека. И он тоже где-то может быть, знаете, как ситуация последней капли, когда у нас лопается, как мы говорим, терпение. Так вот, и деловая жизнь тоже может осложниться из-за какой-то услышанной информации. С период конца июня сам по себе страстный, горячий, потому что все же это в знаке Льва все происходит. И важно помнить, что одно неосторожное слово может многократно усилить какой-то конфликт, а то и, кстати, агрессию. Помним, что у людей, у кого неустойчива психика, в это время им особенно может быть тяжело. Если вам интересно, вы можете зайти на YouTube-канале, вкладка «Сообщество». Я оставила ссылку на свою статью на сайте. Вы можете почитать, как по основным сферам жизни на нас может влиять черная луна или Лилит. Вот как раз в соединении с Венерой. Что это означает? Ну а мы, тем не менее, посмотрим на картах Таро, потому что не всегда вот эти гороскопы или по планетарной астрологии предсказания, прогнозы, они сбываются. По картам Таро тоже не всегда сбываются. Бывает удивительно, но совершенно противоположные какие-то значения нам показывают. Но, тем не менее, любопытно. Давайте посмотрим. И я надеюсь, какая-то подсказка для вас будет. И если мы говорим, две сферы проигрываются, именно отношения и финансы, мы так и узнаем. Но первую карту мы достанем в целом для вашего знака оценка ситуации, как видит Таро. Что по отношениям нам скажут, а что по финансам, как для вас этот период. Каковы могут быть неожиданности, достанем вторую карту. Неожиданности по финансам. И продолжение, какой будет прогресс или чем все это закончится в сфере отношений, опять же в сфере финансов. И давайте достанем по одной карте, спросим, как это нам помогает или что нам помогает в какой-то ситуации, может быть. И что нам помогает по финансам. Итак, что вообще, какова оценка по отношениям? Вы знаете, достаточно спокойная карта. И у вас этот период обещается быть с какими-то радостями, приятностями. Даже голова может закружиться от того, что как раз у скорпионов да все спокойно. Тут самое главное не одеть на себя розовые очки. У нас карта иллюзорного успеха выпадает. Но 7, будем говорить, это по нумерологии всегда карта статики. И это та необходимая, наверное, какая-то пауза, какой-то покой, отдых, кстати. Потому что по нумерологии, опять же, все движение и активность происходит в 6 стадий. Почему? Второго всегда любая 6 – это победа. И вот 7, которая следует за 6, она говорит о том, что мы должны сохранять уже то, что мы достигли,
То, что у нас есть, может быть, по финансам, в нашем пространстве в плане благополучия, комфорта, то есть взаимоотношения. Здесь мы все больше сохраняем, отдыхаем и где-то так прицеливаемся в планах на будущее. Все-таки 7, да, есть какая-то еще разрозненность или, знаете, очень много проектов, а нужно как бы выбрать один. В 7 сторон мы сразу не пойдем, поэтому нам придется где-то с чем-то определяться. Но, может быть, не в данный момент, но сама по себе карта говорит, чтобы мы, ну, вот где-то и мысли в порядок, и, может быть, переоценили, посчитали, обдумали что-то, определились одним словом с чем-то. А что у нас будет по финансам? Финансы не тратим, двойка пентаклей, как будто нам даже деньги будут не нужны. Ну, какие-то расходы необходимые, это предполагается по этой карте. Но по двойке пентаклей больше говорят о взаимоотношениях, о какой-то легкости, спонтанности. Может быть, куда-то поехать или попробовать себя в каком-то новом деле. Мы как будто приобретаем новый опыт, пробуя себя даже в тех, может быть, темах, которых мы не профессионалы. Это может касаться работы или это может касаться общения. Эта карта еще легкости на подъем. Мы можем собраться и поехать в какое-то путешествие. Или может быть у нас по поводу финансов какая-то поездка. Но не совсем нам тут говорят о том, что мы куда-то вкладываемся или что-то планируем серьезное. Как и в финансах, вы как будто не намерены перед собой ставить глобальных целей или, может быть, обстановка так не располагает, или, мои дорогие скорпионы, вы решили отдохнуть, или, по крайней мере, ничего не форсировать. Очень мудрое решение. На конец июня, кстати. Ну, давайте посмотрим неожиданности. Так вот ничего не предвещает. Ну вот посмотрите, в сфере отношений, может быть, это подарки, деньги, получение денег. Может быть, вы уже ждали какую-то сумму денег, и она дойдет. По шестерке пентаклей это еще и вы можете делать подарки, мои дорогие скорпионы. Или кому-то помогать, может быть, деньгами. Хотя, в принципе, нам говорят, деньги есть, и, может быть, это где-то нас вселяет как и уверенность, так мы можем уже какие-то планы на будущее строить. Нет неожиданностей как таковых. Финансовая стабильность. Вот, видимо, это добавляет как и улыбок на лице, ну и ощущение самодостаточности, когда не хочется ни собой рисковать, ни финансами, не участвовать в каких-то мутных сделках. Вот я сижу, все сохраняю, наблюдаю, ну и где-то, если есть какие-то предложения, рассматриваю, выбираю одним словом. Это не карта неожиданностей. Ну, вообще шикарно. И еще одна 6. Вот я только рассказывала про нумерологию, правда? Отдых после победы вам нужен. И нам здесь говорят о каких-то приятных отношениях, о любви, шестерка кубков и искренних отношений. И вот бы поменялись, да, эти две карты, потому что мы смотрим как раз финансы и отношения, но только у нас наоборот, отношения и финансы. Но это не имеет глобального значения, у вас как раз, посмотрите, победа, как будто заслуженный отдых, мои дорогие скорпионы. И в это турбулентное время, ну а вы, маги и волшебники, вы как раз умеете видеть как рациональное, так и правильно оценить обстановку. Где-то интуиция, безусловно, помогает. Так вот, здесь нам говорят о том, что и в отношениях-то взаимопонимание. Здесь как раз о себе могут кому-то напомнить отношения из прошлого. Вот это может проиграться, или далекие родственники, или вы будете планировать поездку, какую-то встречу тоже. Но я не могу сказать, что это с каким-то знаком минус. Тут, если есть любое общение, оно вас тоже наполняет, радует. Ну, приятности сплошные, хорошо. А каков же прогресс? Мама Мия, извините. 6 жезлов, мои дорогие скорпионы. Победа, карта победителя. У вас 3 шестерки. Удивительно. Я не помню, ни в одном раскладе по 2 выпадает. Ну что, 3? Вот так сразу. Это дела, работы, бизнес. Ну, где-то с прицелом и на деньги тоже. Это карта победителя. И, кстати, по этой карте как раз у нас идет один совет. Удерживай все. Победитель знает, как и цену победе.
так и он знает, что обстановка вокруг будет всегда меняться, и он не согласен с тем, чтобы сдавать собственные позиции. Поэтому он очень внимателен к тому, что происходит вокруг, он умеет правильно оценить обстановку, он надеется сам на себя, а не на счастливый случай или на чьи-то обещания. И поэтому его позиция, хоть может быть так и сложновато, тяжела иногда, не без этого, но она для него предсказуема, и она неуязвима, потому что вот он именно надеется сам на себя. Это очень скорпиония, я бы сказала, и поэтому действительно на перспективу еще какая-то победа, как усиление на своих собственных позиций, улучшение как и по финансам, так и в личной жизни каких-то отношений. Правда, продолжение следует, причем то продолжение, когда мы собой очень довольны. А по финансам? А по финансам у нас продолжается тема любви. И здесь десятка кубков, и любовь, и порядок, и теплый уютный дом, или благоустройство дома. У кого что проиграется, или просто взаимоотношения, вы что-то планируете со своим партнером на будущее. И вполне вероятно, у кого-то и так проиграется. Но это когда и между людьми взаимопонимание царит, так и в доме, когда, да, теплый уютный дом мы говорим, это когда и финансовая стабильность, это вообще какой-то период счастья. Ну, конечно, я понимаю, у каждого своя история, но мне нечего добавить. Я уверена, вы, мои дорогие, карты знаете, тем более вот эту классическую колоду Таро, она очень прорисована, понятно, ясно, поэтому вот у кого турбулентный период, а у скорпионов как раз как будто праздник или какие-то приятности, мои дорогие. Что нам помогает? Интуиция нам помогает, безусловно, по Луне. Помогает, и очень хорошо она проигрывается, карта Луны, как раз когда мы обустраиваем свой дом, или когда у нас в семье все хорошо, когда мы заботимся о своих близких, вот, о любимых людях, когда наше шестое чувство нам где-то дает правильные подсказки, а мы это слышим, доверяем самим себе и не спешим куда-то. Вот это нам тоже помогает. Есть значение в плане «это нам помогает», когда мы избегаем скопления толпы. Если мы внезапно, вот как-то не планируя, оказываемся, когда большое окружение людей. Быть немножко поодаль. Не должно быть той ситуации, когда мы перестаем контролировать себя. И в значении «меня несет толпа». Вот это как раз тот момент, когда действительно мы бы этого не сделали, но если мы находимся среди масс людей, то здесь вправо-влево ты не повернешься. Поэтому просто избегайте большого скопления людей, и это где-то нам тоже помогает. А что по финансам? Карта любви. И кадуцей, который изображен как раз вверху, это говорит нам о каком-то союзе, который словно благословлен на небесах. Правда, какая-то история, ну вот мне нечего добавить. И карта любви, и 6 кубков, значит, даже какая-то прежняя, может быть, мои дорогие скорпионы, история, когда мы можем помириться или какой-то почетный компромисс с человеком, да, найти какие-то общие точки, когда мы найдем утраченное взаимопонимание. И тут может быть такая история, когда какая-то прежняя ваша личная жизнь, которая по каким-то причинам, ну, не пошла по вашему сценарию, а здесь мы можем создать семью буквально, или изменить свой статус, дружбу перевести уже на более серьезные, зрелые отношения, или сделать для себя что-то очень доброе, хорошее, светлое. И в основе-то все равно любовь, в основе лежит взаимопонимание и искренность. Наверное, искренность все-таки это первый кульминационный такой смысл карты. Нам помогает в принципе, как и в отношениях, так и где-то все-таки нам про пентакли. Вот именно нижний ряд рассказывает. Значит, если, к примеру, какой-то ваш прежний союз, или вы поссорились, потому что вы не договорились по финансам, или вы прежде не могли, может быть, озвучить какую-то финансовую тему. Все-таки не случайно у нас по Лилит идут кармические уроки. И важно не таить в себе, а вынести на поверхность и спокойно обсудить с партнером. Это как раз и примириться поможет.
так и где-то прочувствовать друг друга более, ну, не с позиции, когда мы кому-то что-то пытаемся доказать или манипулировать, а когда мы друг друга готовы слышать, понимать. И вот как раз нам об этом и говорит двойка кубков. Это не есть карта страсти, это карта искренности или искренней любви. И вот давайте последнюю откроем. Король мечей. Вот несмотря на все вот эти такие благополучные карты, король мечей — это может быть и человек, который рожден, может быть, под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Это могут быть какие-то структуры, правда, у кого-то может проиграться, что вы дела какие-то по семье или по вашей личной жизни, или это может быть где-то банкир или работник банка, по финансам вы что-то тут будете решать. То есть есть какие-то высокие инстанции, чиновники, иногда по этой карте представители власти проходят, и мы, может быть, будем что-то законно упорядочивать, какие-то договоры составлять, контракты, или карта нас еще призывает к тому, чтобы мы не нарушали в принципе закон, или в вопросах, может быть, финансов, были более так прозорливы, внимательны. Все-таки у нас здесь не про большие траты, несмотря на то, что деньги есть. С другой стороны, это могут быть еще какие-то согласования с высокими чиновниками. Или, ну, есть то, что мы оформляем как будто документально. Или мы узнаем, может быть, как это правильно сделать по закону. И здесь может любая сфера жизни проиграться. Или мы обращаемся к юристам, мы обращаемся к адвокатам. По этой карте проходят врачи. Может быть, мы захотим зубы полечить, обследование пройти. Ну, одним словом, какие-то узкие специалисты тоже проходят. И, видимо, просто у каждого какая-то своя ситуация. У кого-то проиграется поход, чтобы оформить документ, а для кого-то из вас может быть поход в медицинский центр, чтобы пройти какое-то обследование или что-то сделать для профилактики собственного здоровья. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы и любимы всегда.